Сегодня мы приготовим то, от чего в свое время балдели все школьники. Даже отпрашивались на несколько минут раньше с урока, чтобы прибежать и занять очередь и быть в числе первых, потому что в конце очереди могло этого продукта не хватить. Таким рецептом со мной поделилась одна старая повариха, которая в то время работала главным поваром в школе. Всем привет! Сегодня готовим школьные мини-пиццы. Итак, для начала мы берем 1 стакан воды и 1 стакан молока. Почему стакан воды пополам со стаканом молока? Когда я спросил, мне ответили: догадайся. Сразу же сюда нам нужно отправить 1 столовую ложку сахара и 20 грамм живых дрожжей. Дрожжи можно использовать также сухие, но их понадобится всего лишь 5 грамм. Но, как сказала повариха, лучше использовать живые дрожжи. Так получается более удачно. Немножко все перемешав, сразу же сюда нужно добавить 1 куриное яйцо. Опять все хорошо перемешиваем, чтобы хорошо размешалось яйцо. И накрываем тарелку полотенцем, для того, чтобы не обветривалось, а дрожжи начали свою работу. Буквально через 10 минут снимаем полотенце, еще раз все хорошо перемешиваем. Берем 400 грамм муки и просеем ее через сито, прямо в миску. Вначале мы добавили немного муки, это для того, чтобы наше тесто было не слишком забитым. Берем ложку, вот так вот хорошо все перемешиваем, чтобы хорошо размешалась мука. А после того, как вы хорошо размешаете муку, увидите, что тесто у вас еще слишком жидкое, берем опять 350-400 грамм муки и вновь просеем ее через сито. Вначале мы будем пытаться вот так вот ложкой все хорошо вымешать, а когда уже ложкой мы не сможем вымешивать, тесто нужно будет замесить руками. Во время того, как вы будете замешивать тесто руками, постоянно нужно будет посыпать по чуть-чуть еще муку. Тесто нужно будет вымешивать до тех пор, пока оно перестанет липнуть к рукам. Смотрите, в миске вымешивать тесто уже неудобно. Я беру полностью все вот так вот переворачиваю и высыпаю на рабочий стол. На столе работать с тестом будет более удобно. И еще раз повторюсь, вымешивать нужно будет до тех пор, пока тесто перестанет липнуть к рукам. Ну и смотрите, где-то через минут 10 после того, как вы начали вымешивать тесто, оно уже перестает липнуть к рукам. Нам нужно взять примерно 10-15 грамм подсолнечного масла и вот так вот просто добавить его прямо на тесто. Затем вот так вот размазать и еще минут 5 нужно все хорошо вымешать. Таким образом у вас точно все перестанет липнуть уже и к рукам, и к столу. И после такого вымешивания тесто становится более эластичное, более такое упругое и хорошо держит форму. Затем мы берем еще раз, смачиваем руки подсолнечным маслом, совсем чуть-чуть, и хорошо обмазываем тесто подсолнечным маслом, вот таким вот образом. Берем ту миску, в которой мы начинали замешивать тесто, вот так его укладываем аккуратно, накрываем тем же полотенцем и оставляем примерно на час-полтора, чтобы оно нам подошло. Пока будет подходить тесто, мы приготовим начинку. Нарезаем шампиньоны на небольшие кубики. Также на кубики нужно будет постараться нарезать 1-2 помидора. Все будет зависеть от того, сколько вы будете накладывать начинки. Ну а самое основное, что было начинкой в школе, это была колбаса. У меня сегодня будут охотничьи мини-колбаски. Я их понарезаю на небольшие кольца. А твердый сыр нужно натереть на крупную терку. Ну и конечно же нам нужно приготовить самый вкусный соус. Это будет майонез пополам с кетчупом. Я уверен, многие напишут, что его придумал какой-то герой из какого-то сериала. Но я вас уверяю, что этот соус придумали именно те повара, потому что в то время еще этого сериала не было. Называется он кетчунес. Через час, когда мы уже поднимем полотенце, видим, что наше тесто увеличилось почти в 2,5 раза. Нам его нужно еще хорошо раз вымешать. Дальше мы берем еще немножко муки, присыпаем рабочую поверхность в то место, там, где мы будем делать заготовки под будущие мини-пиццы. От большого куска теста будем отскубывать по небольшим кусочках теста, так сказать, будущую порцию одной пиццы. Выделываем небольшой красивый аккуратный шарик и укладываем на рабочую поверхность там, где мы присыпали мукой. Таким вот образом мы выделываем полностью все шарики, то бишь мы сейчас выделываем порции под наши будущие мини-пиццы. Ну вот столько заготовок у меня получилось сделать под будущие пиццы. Берем полотенце, накрываем заготовки полотенцем еще на 10 минут, пускай они отдохнут и немножко подойдут. Через 10 минут нужно взять противень, застеленный пергаментной бумагой. На пергаментную бумагу присыпать немножко муки. Затем берем вот так вот одну заготовку и стараемся хорошо разровнять, так сказать, сделать небольшой круг, но так, чтобы по кругу получились бортики. На противень укладывайте заготовок ровно столько, сколько вы посчитаете нужным, или сколько же может уместить ваш противень. В моем случае это будет 6 штук. Вот так вот у меня получилось сделать 6 заготовок на один противень. Остальные заготовки я накрыл полотенцем, чтобы они не обветривались. Ну а дальше все как с обычными пиццами. Вначале наносим соус. После соуса на каждый кусочек пиццы я укладываю нарезанные помидоры. Затем на каждый кусок пиццы нужно разложить колбаску, ту, что мы нарезали.
После колбасы мы будем раскладывать шампиньоны. А затем вот это все нужно хорошо присыпать натертым твердым сыром. Смотрите, друзья, свой вариант начинки я вам показал. Начинку, конечно же, вы можете сделать и по своему усмотрению, что-то добавить, что-то убрать. Это уже все должно быть по вашему желанию. И в самом конце нам нужно еще взять одно взбитое яйцо и вот так вот края пиццы, которые вы не обмазали соусом, обмазать хорошо взбитым яйцом. Как вы уже заметили, это уже мой второй противень, вторая порция. Первую порцию я прозевал этот момент. Ну и после того, как вы проделаете все процедуры, противень нужно отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Но как я всегда говорю, следите за своей духовкой сами, потому что у каждого разная духовка, выпекает по-разному. И после того, как они провели 30 минут в духовке, вот такие вот красивые они получились. Как всегда, проверяем готовность зубочисткой. Тесто к зубочистке не липнет, значит все у нас готово. И вот такие вот красивые получились. Это уже вторая порция. Первую порцию я даже не заметил, как она улетела. Разлетелась на ура. Всем очень понравилось. Особенно дочерям. Дочеря даже не может представить, что такое когда-то продавалось в школе. Цена такой одной пиццы, насколько я помню, у нас в столовой была 57 копеек. За рецепт большое спасибо тете Лене. Ну а если вам понравилось, как обычно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь таким рецептом с друзьями. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока, до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.